Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание тому, что нельзя дарить в день рождения и нельзя делать в день рождения. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы правильно проводить свои дни рождения и привлекать в свой день рождения удачу, успех, благополучие и достаток. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените и кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, что нельзя дарить и делать в день рождения? День рождения – это один из самых долгожданных и любимых праздников в году каждого человека. И, конечно же, помимо праздничного настроения, день рождения также таит в себе и множество загадок, тайн и даже магии. Что же нельзя делать в день рождения? Какие существуют приметы об этом важном периоде в жизни человека, которые свидетельствуют о дальнейшей судьбе? И вы знаете, в день своего рождения каждый человек находится в очень уязвимом состоянии перед высшими силами и может быть подвержен влиянию дурной энергетики. И чтобы обезопасить себя, нужно все-таки следовать некоторым рекомендациям и запомнить советы, рекомендации, что же нельзя делать в свой день рождения. Вы знаете, если человек дает в свой день рождения деньги даже на нужды благотворительности, то, скорее всего, вместе с этими деньгами он отдает и свою удачу. Поэтому мы настоятельно рекомендуем в свой день рождения воздержаться от подношений и даже никому не давать милостыню. Ни нищим, ни друзьям, никому. Также в этот день своего дня рождения нельзя брать суммы в долг. Даже если человек абсолютно точно знает, что в самое ближайшее время вам могут вернуть все деньги, которые у вас заняли. Вы знаете, и не только деньги брать в свой день рождения нельзя, а вообще какие бы то ни было вещи у посторонних людей. Даже сахар или соль у соседей. На проведение празднества, посвященного дню рождения, тоже накладываются некоторые табу. Нельзя отмечать день рождения раньше, чем сама дата рождения. Даже если вы решите собраться с друзьями всего на один денек раньше своего дня рождения, это может принести вам неприятности. Празднование дня рождения раньше настоящего срока укорачивает жизнь именинника. И мы рекомендуем воздержаться в день своего рождения от общения со старыми людьми. Мы здесь не имеем в виду с родителями или самыми близкими родственниками, мы имеем в виду вообще с людьми пожилого возраста. Почему? Потому что их энергетическое поле может плохо воздействовать на вас в этот особенный день. Но, конечно же, этому совету, наверное, иногда следовать достаточно трудно, потому что у некоторых в семьях принято приглашать на дни рождения соседей, знакомых уже пожилого возраста. И вот тогда, уважаемый именинник, мы рекомендуем надеть любое украшение, сделанное из серебра. Это поможет вам отвести негативную энергетику от вас. Кстати, с людьми, которые сейчас находятся в состоянии болезни, тоже следует ограничить общение в свой день рождения. А вот люди, с которыми вы состоите в напряженных отношениях или которые относятся к вам неискренне или не очень хорошо, не должны присутствовать на вашем празднике. Все пожелания, которые вы слышите в этот день, оказывают большое влияние на вас. Поэтому, если они будут произнесены с дурными помыслами, могут принести вам несчастье. И запомните следующие цифры, они очень важны в день рождения. 9, 13, 18,
21, 51, 99 и 100. Вот именно эти цифры не должны быть в этот день вашей жизни. Они не должны присутствовать в атрибутике вашего праздника. Также следует избегать надписей с этими цифрами и не ставить такое количество свечей на праздничный торт. В этот день имениннику категорически запрещено пребывать в плохом расположении духа, критиковать себя и вообще думать о чем-либо плохом. Все, о чем вы в этот день думаете, размышляете, может сбыться и в дальнейшем принести вам только серьезные испытания. Ничего в свой день рождения нельзя выносить из дома и выбрасывать. Даже пакеты с мусором отложите и выкиньте уже на следующий день после вашего праздника. Считается, что вместе с выброшенным мусором или вынесенными из дома предметами в этот день вы можете выбросить и собственную удачу. Даже если в этот день вы не собираетесь идти в кафе, ресторан, и у вас вообще не запланировано домашней вечеринки, надевать на себя старую одежду в свой день рождения нельзя. Лучше одеться празднично, а вот рваная одежда вообще под запретом. Даже какая-то маленькая дырочка, незаметная окружающим, а видимая только вам, может навлечь на вас беду. И вы знаете, далее мы немножко поговорим о том, что же нельзя дарить на день рождения. Конечно, существует достаточно множество народных примет, традиций, суеверий о подарках, которые ни в коем случае нельзя дарить и принимать в свой день рождения. Прежде всего, это касается зеркал. Всем известно, что зеркала являются проводниками между нашим миром и потусторонним. И зеркала часто используют для различных обрядов. Их нельзя дарить, причем не только в свой день рождения. В свой день рождения, когда энергетика человека считается уязвимой, чем обычно, следует вообще поменьше даже смотреться в зеркало. А если вам все же подарили зеркало, то в подаренное зеркало можно посмотреть на себя только на следующий день. Далее, ножи, как и любые другие острые предметы, которыми вы можете порезаться, дарить ни в коем случае нельзя. И от подарка такого следует твердо отказаться, кто бы вам ни подарил ваш день рождения. Даже если и человек подарил вам нож, например, с хорошими мыслями, намерениями, знайте, этот нож, этот подарок привлечет в вашу жизнь какие-то ненужные конфликты. Помните и о том, что подаренная галантерея и керамика могут привлечь финансовые проблемы и различные мелкие неприятности. Принимать такие подарки можно, но в каждый предмет нужно положить монетку и оставить на несколько дней. И тогда такой негатив будет нейтрализован. Пожалуйста, используйте эти советы, эти рекомендации для того, чтобы ваш день рождения действительно прошел легко, в изобилии, в радости, потому что вы закладываете в свой день рождения основы для следующего года.